Всем привет, ребят, меня зовут Макс, и я расскажу вам сегодня, как настроить консольный текстовый редактор Vim. Ну нахер. Да, тот самый страшный ужасный редактор, который многих пугают, из которого по легенде невозможно выйти и все тому подобное. Но на самом деле не все так страшно, хотя местами, конечно, да, сам его настраивал очень долго, еще пытался это делать в момент, когда только-только начинал учить программирование. Это было не так давно, в принципе, где-то год-полтора назад, и у меня ничего не получилось, я был совершенно зеленый, ничего не понимал, ни в программировании, тем более в каких-то деталях настройки консольных древних редакторов, вот, но потом через месяцев 8 я уже вернулся к программированию в целом, начал изучать плюсы, и через пару месяцев еще я вспомнил, что все-таки я хотел, вот был какой-то классный консольный редактор, я хотел именно в нем писать код, и в результате после долгих двухнедельных потугов мне с помощью моих подписчиков еще мне удалось это сделать, на это действительно много было времени, сил потрачено. Вот, и я надеюсь, что в этом видео я смогу вам помочь, я уверен, что смогу помочь. На самом деле, когда уже примерно разбираешься, что к чему, нет ничего такого архисложного. Другое дело, что не так много материала, который эти вещи доносит, я считаю, на каком-то нормальном, адекватном уровне, потому что часто встречается такой материал, который подразумевает наличие у вас уже каких-то знаний. Вот, и это, конечно, удручает, особенно если человек, который совершенно не разбирается в Vim, совершенно зеленый, пытается что-то сделать сам, как правило, мало что у него получается. Вот, и в этом ролике я хочу подать материал так, чтобы каждый, я не знаю, практически любой человек мог зайти и настроить себе великолепный, просто невероятный текстовый редактор Vim, который очень удобный, очень быстрый, настраиваемый, я не знаю, это один из лучших инструментов, на мой взгляд, в котором можно писать код. Так вот, приступим к настройке. Смотрите, первым делом, что нужно сделать, естественно, установить Vim. Открываем терминал, пишем sudo apt install Vim. Так, все, Vim у нас есть. Какой там версии? Так, выбрал кучу всякого еще. 8.1. Так, далее первым делом, что... нет, забыл. Еще нужно произвести вот такое действие замечательное. Первое, что нужно сделать после установки Vim, это создать его конфигурационный файл. Делается очень просто. С помощью этого же Vim, только установленного, мы создаем файлик, который называется .vimrc. В этом файле будут записаны все настройки Vim, будут содержаться все плагины и прочее. Создаем файл. Вот мы, собственно, зашли в этот файл, он пока пуст, ничего нету. Вот. И чтобы нам начать устанавливать первые плагины, хотя, в принципе, давайте начнем не с плагинов, а с более простых вещей, которые мы можем добавить непосредственно, перенеся некоторые строчки в этот конфигурационный файл. Для этого я уже открою, у меня на самом деле есть свой уже готовый конфиг сохраненный, но я хочу показать вам в этом видео поэтапно, как настраивается Vim, то есть не исходя из того, что у нас есть готовый файл, да, с конфигурацией, а как будто мы делаем это постепенно, устанавливая по чуть-чуть плагин за плагином. Так вот, для этого откроем мой готовый файл и посмотрим, что в нем, собственно, имеется. Имеется в нем не так много, но и не так мало. Это мы пока пропускаем, я потом вернусь ко всем моментам. Нам нужны вот эти строки. Буду писать прямо, не буду копировать, буду объяснять каждую по отдельности. Ну или те, которые вспомню, что делают. Так, первая строчка syntax on. Я думаю, тут все просто. Эта команда позволяет нам, собственно, включить синтаксис для языков Vim. Так, темку мы пока пропускаем, потому как Color Scheme — это тема по подсветке
для редактора, но мы ее пока пропустим, потому что, чтобы ее установить, нужно воспользоваться менеджером плагинов и установить специальный плагин. И к этому тоже обязательно перейдем. Так, setNumber. setNumber — это команда, которая позволяет нам выводить строки, то есть нумерацию строк. Чтобы сохранить наш файлик, мы нажимаем Escape. Да, забыл сказать, что вообще, если вдруг кто-то совсем не работал в Vim, ребята, когда вы только заходите в Vim, нет ничего такого страшного. Нюанс заключается в том, что в Vim существует несколько режимов. Основные режимы — это режим insert, режим вставки, то есть ввода текста, да. Есть режим дефолтный командный, то есть нажимаете Escape, мы в командном режиме. Чтобы вводить команды, нужно нажать сочетание Shift плюс двоеточие. Вот, сейчас я могу вводить команды. В частности, если ввести W и нажать Enter, вы сохраняете введенный текст в документе, в файлике. Вот. И третий режим, тоже очень важный, это Visual режим. Вот, видите, визуальный режим. Я нажал кнопочку V и вошел в визуальный режим. В нем в основном производится выделение, то есть можно вот так выделить текст, удалить его, скопировать и так далее. Но это уже деталь работы в редакторе. Ну, по ходу дела, если надо будет, я буду объяснять, то есть все, что я делаю. Так вот, возвращаемся в режим ввода текста. Для этого нажимаем кнопочку I и пишем дальше. Забыл. То есть нам надо сохранить, да, файл. Ну, я уже сохранил, еще раз просто показываю. Еще раз говорю, что нажимаем Escape, входим в командный режим, нажимаем Shift двоеточие и нажимаем Shift, еще раз покажу, лишним не будет. Ввожу W, нажимаю Enter, сохранил. Но при этом нам еще надо вычитать наш конфиг, который мы ввели. Для этого опять нажимаем двоеточие и Shift вместе, ну, либо Shift двоеточие, и пишем следующее: source, пробел, процентик, то есть вычитать текущий файл. Оп, видите, у нас появилась нумерация строк, что довольно приятно, да? Так, дальше устанавливаем set expand tab. Честно, я не помню, что это за команда, она нужна для табов. Хотите, можете загуглить. Ну, expand, то ли остановка, то ли что-то такое. Set tab stop. Нет, вот tab stop как раз устанавливает остановку таба на 4 символа. Далее устанавливает shift. Тоже не помню, что делает. Ну, обычно она у меня стояла. Ну, swap файл, это он что, походу, swap файл, если странно, хотя у меня он, по-моему, создавал. Ладно, это на самом деле вы можете ограничиться вообще, для начала поставить себе нумерацию, включить синтаксис, вот, а вот такие нюансы редачить уже как бы отдельно. Ну, как бы под себя, то есть индивидуально подбирать, потому что кто любит там на 4 таба, кто на 2 таба, я, кстати, не понимаю, как на 2, но некоторые люди предпочитают на 2 пробела таб выбирать. No show mode. Черт его знает, что это. New RNU. Так, вычитываем опять наш файлик. Оп, есть. Смотрите, далее основной момент, чтобы нам вообще, в принципе, какие-либо плагины на Vim устанавливать, нам нужен плагин-менеджер. Плагин-менеджеров существует много, есть более навороченные плагин-менеджеры, есть более такие легковесные. У меня, можно сказать, золотой стандарт — это Vimplug. Ну как, там есть 3 самых популярных плагина. Это Vimplug, Pathogen и VandalVim. Вот. Я как-то пробовал настраивать Vim с Vandal, но у меня что-то не очень получалось. В итоге первый конфиг, который я смог довести до тех функций, которые мне необходимы были, то есть получить эти функции в Vim, это именно Vimplug. Так что, соответственно, его я и буду рекомендовать. Ставится он очень просто. Опять же, чтобы вам найти эти плагины, делается это очень просто. Вы просто вводите Vim, вводите название плагина Vimplug. Вот у меня уже отмечено фиолетом, да, я вводил его. Вот, и, как правило, первая либо вторая ссылка будет ссылкой на GitHub на этот плагин. Да,
все плагины расположены на репозитории GitHub, но это самый известный репозиторий. Я думаю, что если вы ищете видео по настройке Vim, вы наверняка знаете, что такое GitHub, а если не знаете, то узнаете, в этом нет ничего страшного. В общем, такой огромный глобальный репозиторий, где люди выкладывают свой код, всякие программки там и так далее. Так вот, заходите в Vimplug, внизу есть его настройка. Первым делом, что вам нужно сделать, это открыть еще один терминал. Вот. И с помощью curl, если curl нет, то вы устанавливаете его с помощью команды sudo apt install curl. Это в том случае, если у вас его нет, и если вы находитесь под системой типа Ubuntu, где пакетный менеджер apt. Если пакетный менеджер другой, там, допустим, у вас Pacman какой-то на Manjaro, да, то есть, соответственно, используйте свой пакетный менеджер, ставите curl. У меня curl стоит, мне он уже не нужен. Я сразу беру команду именно для Unix-системы, правильно? Ввожу в терминал сочетанием Ctrl-Shift-V и выполняю. Все, я скопировал так необходимые там папочку, файлик, необходимые для этого плагин-менеджера. И пропускаю все эти штуки, перехожу вот сюда, к примеру, example, да? Копирую весь код на Ctrl-C, а вставляю Vim на Ctrl-V. Только вставляю, я обычно плагины располагаю в самом верху, в самом начале файла. На Ctrl-Shift-V, так же как в терминал, вставляю весь этот текст. И еще один момент, что я не буду показывать вам, то есть использовать все эти плагины, которые здесь в примере есть, потому что не считаю, что большинство из них вам потребуется. Я оставлю вообще единственный, в принципе, плагин. Тут есть Nerd 3. Nerd 3 — это плагин, который позволяет вам пользоваться файловым деревом, переключаться между файликами, папочками, очень удобно. То есть все как в ваших любимых IDE. Так, удаляем все остальные строки. Входим в Visual режим. Escape. Потом нажимаем V. И выделяем. Так, плохо выделил. Так, еще раз Escape. Вот здесь нажимаем V. И выделяем всю вот эту красоту, которая нам не потребуется. Нажимаем D. Удаляется здесь. И да, еще важно, обязательно нужно оставить вот эти строчки. Call begin, call plug end, да, в конце, и в начале call plug begin. Эти строки обязательны для того, чтобы Vimplug вообще работал. В них, между ними мы заключаем все плагины. Но сейчас мы оставляем только Nerd 3. Теперь выделяем вот этот текст. И тоже его, собственно, сносим. Так, эту строчку я тоже уберу двойным нажатием на D. Да, двойным нажатием на D можно удалить строку всю. Получается маленький туториал еще по кнопкам Vim, да? Правильно, пусть. Я хочу, чтобы это видео было полезно людям, которые вообще, то есть, первый раз зашли в Vim, чтобы не было такого момента, что они не понимают, что вообще нажимать. Так вот, теперь что мы должны сделать? Мы должны опять войти, нажать Escape, войти в командный режим, Shift, двоеточие, и написать следующую... во-первых, сохранить, опять Shift, двоеточие, написать source %, вычитать файл, и теперь еще раз войти в то есть команду Shift, двоеточие, и написать plug in, и можно Tab нажать, install. Вводим plug install команду и видим, как у нас Plug Manager устанавливает плагины. У нас единственный пока плагин — это Nerd 3. Все, он установлен. Так, далее что нам надо сделать? Желательно поставить... Так, сейчас выйдем. Желательно замапить горячую клавишу для использования Nerd 3. У меня было вот так. Опять же, можете скопировать все это дело.
Таким образом вы замапите, ну то есть сделаете сочетание клавиш Ctrl-N для того, чтобы открывать дерево каталогов. Чтобы это заработало, опять входим на Escape в командный режим, нажимаем Shift двоеточие, W, опять Shift двоеточие и Source. Прочитываем наш файл. Ой, ошибся. Процентик. Вот. А теперь нажатием Ctrl-N мы можем открывать папки, свободно между ними перемещаться, то есть все замечательно работает, все прекрасно. Ну, закрываем. Вот, идем дальше. Nerd 3 у нас есть. Следующим на очереди... Так, все, Nerd 3 можно закрыть. Ну ладно, не буду закрывать на всякий случай, мало ли, что там нам понадобится. Так, теперь камень преткновения, я думаю, для многих людей, которые пытались настроить Vim, изобильно это дело, это автокомплишн. Это автокомплишн кода, который, собственно, не так просто, особенно когда ты первый раз входишь в Vim, пытаешься его прикрутить, ну, не самая простая затея, но на самом деле нет ничего страшного. Нужно просто установить клиент и подключить сервер CLangD для комплишна C++. Да, кстати... Надо будет добавить в начало ролика, что я вообще-то именно C++ собираю Vim для C++. Отлично, вообще молодец, я забыл. Так, ребята, что для этого нужно? Что нам для этого нужно? Опять же, двигаемся к настройкам, входим в терминал, устанавливаем все, что требуется в Quick Start, да, что написано, все устанавливаем. Curl, там, что Node.js ему нужен, пожалуйста. Хотите Node.js, получайте Node.js. Yes. Да. Конечно. Почему бы нет, всегда мечтал. Вам не обязательно было это делать. Да, ладно, я это потом вырежу, наверное. А может, оставлю для прикола. Пользователем Vimplug, которым мы, собственно, являемся, мы используем, напоминаю, менеджер плагинов Vimplug, можно использовать просто строчку. То есть просто тупо копируем эту строчку и вставляем ее, ну, скажем, следующий. Ну, так я обычно через одну разделяю, как-то проще читать. Вставляем ее сюда. Делаем, как обычно, сохранение. Вычитываем файлик и опять нажимаем plug install. Напоминаю, что на Shift двоеточие вызывается вот команда plug install. Устанавливаем. Вот клонирование, remote, пам-пам, все. CocknVim готово. Готов плагин. Так, выходим кстати, на Q, то есть, ну, Shift двоеточие Q, Enter, вы можете выйти из текущего буфера. Так, есть. Идем дальше. Идем дальше. Открываем для того, чтобы установить сервер языковой. Нам нужно воспользоваться вот такой штукой. Называется она CockCLangD. То есть уже не просто CocknVim, да, а CockCLangD. Заходим сюда. Делаем все по Quick Start, то есть все последовательно устанавливаем. Так, Node.js мы уже установили. То получается, что Node.js был в тему. Хорошо. Хорошо, значит, я не буду удалять кусок. Так, дальше install CocknVim. Это мы установили. Instruction плагин, тра-ля-ля. Да, это мы все сделали. Все сделали. Вот, теперь нам нужна вот эта команда CockInstall CockCLangD. Да, ребят, самое главное, чуть не забыл. CLang. Что такое CLangD? Это языковой сервер, который мы должны обязательно установить. То есть первым делом, перед тем, как устанавливать вот этот плагин, заходите просто в Google, пишите CLangD. Первая ссылка у вас то, что надо. Это то, что мы ищем. Заходите в Getting Started. Выбираете Ubuntu, ну, в смысле Linux, да, Ubuntu, в моем данном случае. И вам нужно две строчки. Вот это и вот это. У меня как бы CLang установлен,
Но в вашем случае вы будете, то есть, копировать одну строчку, вводите, да, нажимаете Enter. Там, ну, у меня он, понятно, скажет, что у меня уже есть, но вы введете пароль, он вам все, у меня самая новая версия, у вас он установится. И далее, после этого, обязательно вот эту строчку, обязательно, иначе плагин не будет работать. Вводите эту строчку в терминале, все. Эта строчка в терминале устанавливает, по-моему, приоритет на использование именно этого сервера. Вот. Все, это нам уже не понадобится. Закрываете, возвращаемся сюда. И теперь, после установки CLangD, мы можем использовать вот эту команду. Входите опять в командный режим, Shift двоеточие, пишите coq-clang. Он еще... Так, хорошо, окей. Еще раз вычитываем файл, и, наверное, лучше перезапуститься. Я выйду из Vim, ну, из VimRT, еще раз просто в него зайду. Node.js is not executable, checkout. Так, он на что-то ругается сейчас. Секундочку. Node.js is not executable. Наверное, все-таки нужен Node.js. Хорошо, все, нет вопросов. А я разве там не устанавливал его? Так, смотрим, что у нас появилось. Скачался архив, да? Смотрим, что у нас в архиве. Либо, наверное, нет, наверное, из бинарник. Хотя... npm... Так, сейчас открою тогда свою заветную тетрадочку. Видимо, что-то я немножко подзабыл. Но ничего, сейчас обязательно разберемся. Кажется, нужен был npm. Сейчас я попробую еще раз ввести просто команду для установки Node.js, которая здесь была дана. Но, по-моему, она не отработала, я так понял. Ну, попробуем еще раз. Вводим команду. Так, tarball url. Как будто бы он как-то не установился, да? Ну, пробуем. Завершился с ошибкой. Значит, я, кажется, понял. Нам нужно установить npm. Я не помню, что это такое, честно. Вот, возможно, это пакетный менеджер для Node.js. Чтобы установить, нужно ввести sudo npm install. Нет, стоп, сначала сам npm надо установить. Sudo apt install npm. Да, устанавливаем его. Так, чтобы вас не мучить, пропустил всю эту установку, довольно длительную, npm. Что ж, теперь после установки npm, по идее, у нас должна заработать вот эта команда. Вводим ее. Так, да. И устанавливаем. Теперь, я думаю, он установит нам Node.js. Не установит. Наверное, надо через sudo. Во. Так, а если попробовать... Сейчас, вот у меня есть еще такая команда. Сейчас попробую через нее. Так, по идее, я так понял, он обновился. Пробуем еще раз. Все равно не равно. Да что такое? Так, может быть, все-таки через архив, да, попробовать сейчас.
Так, извлекаем в эту папку. Находим. Вот Node. Так, а может уже все работает? Давайте проверим. Нет, не работает. Все, заработало, походу, да. В общем, еще раз тогда повторяю, какие нужны команды. Первое. Так, во-первых, скачивайте Node.js отсюда, да. Просто разархивируйте его куда-нибудь. Не факт, что именно это сработало, но на всякий случай сделайте. Второе. Команда sudo npm install-g, сначала устанавливайте npm, sudo apt install npm, потом устанавливаете sudo через npm install-g-n, потом sudo nstable, и потом уже вот эту команду, которую берете непосредственно из плагина cog-nvim. Вот, и по идее все должно встать. Далее заходим теперь уже в Vim и пишем пресловутую команду из clang-d. Так, cog, как там? Cog install, да? Cog-clang-d. Так, комплитит он. Странно, что не комплитит вообще. По идее должен комплитить, да? Ну ладно, попробуем написать. Все хорошо, нормально. Установился сервер. Так, как сегодня will try to find CLang from your pass. If not, command CLang install. Ну, я надеюсь, что он найдет его в пассе, потому что мы установили CLang-d. Project setup compile JSON. Так, нормально. Чтобы проверить, можете открыть любой файл. Сейчас cpp. Я просто возьму случайный свой файлик из папочки, открою его и сейчас посмотрим. Так, сделаем немножко покрупнее. Вот, да, все, CLang работает. Как видите, у нас есть автокомплишн. Все как бы корректно, все работает. Он показывает описание функций. std, cout, все, абсолютно все есть. Базовые типы. Ну, как видите, все. Автокомплишн работает. Вот, не так и страшно, да? Далее, в принципе, что еще остается? Нужно, так, ноду мы уже закрываем. Можно установить вот такой плагин, я обычно им пользуюсь. Так, вернемся в нашу конфигурацию. Стоп, этого не будем. Выйду отсюда. Ну, ладно, запущу вот так заново. Так, можно добавить вот такой плагин. Он добавляет дополнительную подсветку синтаксиса для C++. В принципе, с ним как-то, по-моему, оно покрасивее выглядит. Так, оп, просто вот эту строчку добавляете, больше ничего не надо, остальное у вас уже все есть. Также не забываем, что все плагины располагаются между строками call plug-begin, call plug-end. Вставляете эту строчку. Вот, и опять сохраняйте файл, вычитываете его и вводите команду plug install. Вот, как видите, установился тоже плагин. Так, тра-ля-ля, Vim, так, airline в конце. Ну и, конечно же, я буду не я, если не установлю тему Color Scheme Atom One Dark. Это моя любимая, ну, две у меня любимые темы, Groovebox
и Atom One Dark, но последнее именно Atom One Dark в последнее время использую. Так, открываем. Первая ссылочка. Так, тут будут некоторые нюансы, но базово то, что вы делаете, вы просто копируете вот отсюда ссылку. Сейчас я себя проверю. Угу. Вот здесь я отдельно, видите, их выносил темки. Я потом скину, наверное, куда-нибудь свой уже готовый конфиг для тех, кто не хочет заморачиваться, разбираться со всеми моими вот этими объяснениями. Просто, хотя, в принципе, вам понадобится хотя бы понимание того, что нужно установить там ноду. Как казалось, я сам уже забыл, но ничего, главное, что разобрались по ходу дела. Так, опять-таки, это мы можем закрыть, а сюда опять вставляем плагин. Обычно я делаю как? Так, во-первых, чтобы установить плагин, надо написать вот так plug и заключить его в одинарные кавычки. Так, отделить вот так. И обычно я, как видите, вот у меня даже написано там, я двойными кавычками отделяются комментарии в Vim. Я пишу так color shims, чтобы отдельно как бы устанавливать темки. Вот также можете другие, любые понравившиеся вам темы установить. Опять сохраняем, вычитываем конфиг и опять плагин install. Так, для того, чтобы воспользоваться темкой, нужно ввести вот эти строчки color shim one dark. И если хотите темную, я предпочитаю темную, установить set background dark. Ну, просто перепишем. Вот уже нам подсказывает Vim. One dark. Так, set background dark. Делайте то же самое, сохраняете, вычитываете файл. Видите, ошибка обнаружена в VimRC. Я, видимо, ошибся. S. Во, все, теперь правильно, теперь он подсвечивает. Source, %. Все. Видите, у нас установилась тема, но для того, чтобы у нас тема выглядела максимально красиво, нужно в наш Vim установить поддержку этих цветов True Color. Для этого нужно произвести следующие действия. Во-первых, вам нужно добавить вот эти строчки. Обычно я это делаю прямо после маппинга. Все вот эти прочие параметры настройки сохраняете, вычитываете файл, и вот, вуаля, все. Теперь у нас обалденно красивая тема Atom One Dark. Я ее очень люблю. Все, Atom One Dark у нас есть. Понятно, что также вы можете установить на Vim любой плагин. То есть скачиваете тот же Groovebox. Вот можете увидеть в моем дефолтном конфиге есть несколько, там 4 темки, по-моему, установлены. Monokai, Groovebox и One Dark. 2 One Dark разных вариантов получается. Вот, то есть тот же самый принцип. Сохраняете сюда вот в таком виде темку. Это ссылка. Вот это всегда, чтобы установить темку, вы берете от ссылки вот этот последний кусок. Вот копируете вот так вот сейчас. Вот так. И заключаете в одинарные кавычки. Просто напоминаю. Вот. Осталось, собственно, что? Установить Airline. Это, конечно, опциональная штука. Не все, наверное, вообще пользуются. Не всем надо. Мне даже чисто с эстетической точки зрения нравится. И плюс там он показывает, какая строка, там процент файла и так далее. Там, по-моему, ветки даже он показывает. Короче, нюансы всякие. Вот. Далее. Чтобы это сделать. Так, идем. Features, это понятно. В общем, нет тут туториала, но понятно, что чтобы установить, вам просто надо, по сути, вот это дело скопировать. И, как я уже неоднократно повторял,
просто здесь написать такого plug, открыть кавычку, скопировать вот эту штуку и закрыть кавычку. Опять сохранить, вычитать файл и plug install. Оп, клонирование, remote, все. Так, определение изменений, сейчас задумался. Видимо, все. Но смотрите, какой нюанс. То есть, если мы сейчас даже сохраним, перезайдем там, да, зайдем в Vim, у нас будет такая не очень, да, красивая ситуация. То есть, просто квадратный airline. А обычно хочется увидеть что-то наподобие вот, ну, хотя бы такого, да, с красивыми всякими символами, треугольничками и так далее. Чтобы это сделать, вам нужно, во-первых, сделать следующее. Взять из моего конфига, да, судя по всему, мне придется в любом случае добавлять свой конфиг, либо в описании хотя бы вот эту часть добавить. Вам нужно скопировать Unicode символы в конфигурацию Vim. Ну, опять же, можно сделать это просто прямо после последних строк, которые мы добавляли в него. Вот так. Опять сохраняем, вычитываем файл. Есть. Теперь, если мы перезайдем, по идее, так, airline symbol, строка, что такое? Что-то ему не нравится. Так, а что не нравится? Сейчас посмотрим. Ага. Видимо, ему не хватает вот этих строчек. Значит, нужно еще добавлять вот это дело. Да-да-да. Так, это я тоже тогда добавлю прямо в описание под видео. Добавляете это все дело сюда. Над строками, которые мы до этого добавляли. Вот сюда. Сохраняем. Вычитываем. Оп. Так, перезайдем. Оп, стоп. Так, что-то есть, но это еще не то, что бы хотелось на самом деле. Так, что-то не хватает все равно. Скорее всего, у нас нет поддержки Airline в нашем терминале. Сейчас нужно доустановить поддержку этих не Airline, господи, Unicode символов. Вот, да, у меня даже уже отмечено. Я пользовался уже этим делом. Так, вспомнить бы. Сейчас разберемся. Вот, install package TF ancient fonts. Так, делаем сначала update. Удаляем эту команду, она нам уже не нужна. Get update, вводим пароль. Так, и теперь вот эту команду. Да. Хотим, очень. Так, перезайдем в Vim. Странно. Так, что ему не хватает еще? Сейчас подумаем, что-то не хватает. Так, а может быть нам надо переоткрыть терминал. Сейчас открою новый терминал. Нифига себе. Откроем VMRC. Так, все равно что-то он не видит вот эти символы симпатичные. Наверное, что-то забыл. Ну, очевидно, я что-то забыл. Но сейчас мы определим. Кстати, вот этот текст чуть не забыл. Да, это обязательно тоже надо добавить. Это настройки этого Cog NVim.
то есть нашего автокомплишена. Его тоже надо добавить. Сейчас. Да, вот, кстати, example configuration. Копируйте все. Я просто дефолтно использую. Вроде норм. Все копируйте, вставляете вот сюда. Сохраняем, вычитываем. Так, есть. Произойду. Угу. Так, по идее сейчас... Да, и автокомплишн у нас стал через таб листаться. Отлично. Так, надо разобраться с пауэрлайном. Чё ж, до конца, так сказать, довести это дело. Ребят, точно. Нам надо эти Powerlines установить. Короче, входите в терминал и вводите вот эту команду sudo apt get install fonts powerline. Вот, из вот этого плагина Powerline Fonts. Вводите эту команду. Оп, и по идее все должно заработать. Так, сейчас перезайдем. Все, вот, все. Вот теперь все красивенько, чудесненько. Еще раз открою какой-нибудь плюсовый файл и покажу, что же у нас получилось. Любой. То есть, видите, у нас есть подсветка синтаксиса, автокомплишн, все быстро, красиво. То есть, как видите, все просто замечательно. Вот так. Так, ребята, на этом всем спасибо. Я надеюсь, что я вам помог. Надеюсь, помогу тем, кто сомневается, кто хочет попробовать Vim, но, допустим, боится его как бы сложной настройки. Да, это, в принципе, не просто, когда ты пытаешься первый раз это сделать. Я даже сейчас какие-то нюансы, да, забыл, потому что давно его не настраивал. Но, как видите, все возможно. Я надеюсь, что мой гайд поможет вам наконец-таки приступить к использованию Vim. И я думаю, что если вы потратите не так много времени, если вы буквально там неделю-другую попишите на Vim, изучите хотя бы базовые горячие клавиши, вы уже просто не сможете отказаться от этого инструмента, потому что он очень быстрый, он функциональный, он позволяет в принципе отказаться от использования мышки, и я считаю, что это, это весомые плюсы. Так что дерзайте, используйте Vim, удачи вам в его освоении, удачи в написании кода. Всем спасибо, и да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео было для вас полезное. Будет еще много информации, я думаю, и по Vim. И еще также я хочу записать ролик по настройке Emacs, возможно, он тоже будет не единственным. Так что всем спасибо, подписывайтесь, пока.